дорогусики, мои дорогусики, мы с вами находимся в игре Sims 3, и сегодня у нас с вами обзор просто шикарнейшего городочка. Это старый город, который, можно сказать, обновился, да. Этот город не просто Исла Парадиса заброшенный, он еще и с зонами для погружения, а также заселен самим автором, да. Пока я просто попыталась это все установить, у меня просто мозг мой взорвался. Начнем мы с офигенной семьи, которая сразу мне просто запала в душу. Это семья вампиров. Имена я не переводила, потому что я не хочу портить ничего своим английским. Такие вот у них черты характера. Отношения у него даже есть, вот, они оба бандиты, точнее в преступности, но при этом жена занимает должность чуть-чуть повыше, чем муж. И у них, кстати, есть еще маленькая дочечка. Вы просто посмотрите на эту прелесть, какая она маленькая и какая она миленькая. Вы просто посмотрите на эту прелесть. Домик, кстати, сделан очень прикольно. И, кстати, здесь есть школа. Да, здесь есть школа, которую мы тоже чуть-чуть позже рассмотрим. Мы, наверное, сначала посмотрим именно семьи, а потом уже будем смотреть участки. Кстати, у них у всех есть биография. Вы можете здесь вот ознакомиться. Это я просто машинным переводом сюда запихнула, чтобы просто была понятна суть персонажей. Даже не поверите, есть биография у ребенка. Здесь, к сожалению, нету воспоминаний никаких ни у кого. Это, конечно, грустно. Этот городок, он достаточно много наполнен сверхъестественными существами. Но если вам не нравятся сверхъестественные, вы можете, конечно, это отключить. Вот она у нас с вами следующая семья, и вот этот их домик. И вот знаете, здесь даже, по-моему, некоторая мебель перекрашена. И мне это прям очень нравится, особенно вот эти вот стульчики. Смотрите-ка, у нас тут семья из двух человечков. Он у нас без работы, и она без работы. И здесь почему-то у нас две работы преступности, это что я заметила. Но, скорее всего, вот это просто можно здесь реально работать. А это небольшая такая заброшка, да, в которой нельзя работать. Дом, это прям просто пушка, реально пушка. Тут даже вот есть какие-то у них... дорогие всякие эти есть, да? Нифига себе. Теперь мы с вами немножечко вот такую вот необычную семейку посмотрим. Это у нас любитель рисования и любительница потусоваться. Давайте-ка посмотрим, что у нас в биографии нашего паренька. Как раз таки он у нас любит рисовать. И, к сожалению, недостаточно хорош, чтобы зарабатывать этим на жизнь пока что. А наша посудомойщица у нас, учитывая, что скоро она получит новую работу, возможно, пришло время удалить некоторые ее фотографии из социальных сетей. И они у нас, кстати, что странно, просто друзья. Это туалет, который можно реально воспользоваться, что... Нифига себе, у них даже туалет на улице, прикиньте. Очень прикольно выглядит этот дом. Мне реально очень он нравится. Вот эта семья, кстати, еще одна из семей, которая мне понравилась. Они вот даже реально живут в каком-то бункере. И вот с этой семьей у меня были вечно какие-то проблемы. Потому что то у кого-то там нету прически, то у кого-то нету одежды. Персонажи реально прикольная. Вы просто посмотрите, как она выглядит. Конечно, немножечко, чуть-чуть, немножечко не как апокалипсис, конечно, да. Самое проблематичное то, что у них нету описания. Но вот черты характера, вот такие вот у них черты характера. Это если вам, конечно же, интересно, опять-таки. У них почему-то нету никого в знакомых, кроме друг друга. И вот, кстати, вот этой вот галочки вот у него. Авторы, кстати, реально предлагают еще свои там какие-то варианты, да. То есть там, например, бесконечная зима, там, например, лето короткое, или просто вот, ну, немножечко щадящее, можно сказать, да? Но, блин, конечно, она очень прикольная симка. Ой-ой-ой, уже падает, смотрите на нее. Какие-то эти... играет. Ну вот чем еще тут можно заняться, да, в апокалипсисе? Да, дом, кстати, я вам не показала. Это дом тоже крутой, он большой. Здесь тоже вот эти глыбы есть, которые мне так нравятся. Крыша такая вот. Мне прям очень нравится этот дом. Реально, он прям очень крутецкий. Ну, они все, на самом деле, крутые, да, то есть даже выделить один как-то нельзя. Вот такая вот у нас семья, да, кстати, она изначально была русская, то есть на русском была написана, скорее всего, это просто вот она отсюда, но это не я ее добавляла. Вот, то есть вот такое вот у нее описание, и тоже вот описание домика. Да, биографии у них нет,
И они, кстати, живут как раз рядом вот с этим вот местом, где прям вот так вот валяются многоэтажки наши. Ой, дракончик тут, кстати. Очень, конечно, прям грустно это выглядит, что вот так вот все разрушено. Я обожаю Исла Парадиса, но он лагает, поэтому да. Домик у них такой, знаете, простенький, но прикольненький тоже. Мне очень нравятся дома в этом городе, они просто суперские. Здесь есть также вот этот участок с вагончиком цыганским, он тоже очень прикольно выглядит. Мне прям реально очень нравится. И да, кстати, я заметила тут такую прикольную деталь, это то, что здесь реально сломанные окна. Но я почему-то заметила это только сейчас, возможно, у других тоже там сломанные окна, но я не заметила этого. Этот дракончик так смешно стоит, динозаврик. Следующая семья это у нас семья Никс. Вот такое вот у них описание. Они у нас самые нормальные, поэтому самые ненормальные. Вот такой вот у них домик снаружи, опять же. И у них тут вот рядышком с ними стоит вот такая вот страшная палочка. Да, у них просто огроменная биография. Вы просто посмотрите на эту огроменную биографию. Очень миленькая такая семейка, которая друг друга любит. Описание огромное, это прям бедный автор. И видите Moonlight Falls, возможно, это семейка из Moonlight Falls, кстати, либо это просто сам автор добавила это. Их дочка, кстати, сейчас в школе, мы сейчас, возможно, заодно и посмотрим сразу школу. Вот такое вот описание у ребенка. Вы представляете, у ребенка такое описание, даже у вас, наверное, такой биографии нет, как у нее. Не обижайтесь только. Ну да, кстати, вот как раз-таки она единственный человек. Давайте-ка сразу мы сейчас посмотрим тогда их лучший дом, а потом уже посмотрим с вами школу сразу. Дом, по-моему, я показывал, да, но только внешне. Вот такой вот дом. Они вместе все живут в одной комнате. Кухонька такая небольшая. И ванна. Да, кстати, что мне очень нравится в этом городке, это то, что тут постоянно вот какие-то очень страшные объекты стоят, да, то есть вот такая вот стеночка, такие вот ванны страшные, то есть это прям реально прикольно. И здесь моя любимая глыба, которую можно убрать. Я не знаю, конечно, что случится, мне кажется, ничего. А, у них еще есть песик, кстати. Пути-пуси, господи. Не повезло ему, он попал в апокалипсис. Давайте-ка мы дождемся, пока доченька придет из школы. Кажется, посмотрим на папочку. Вот так вот он выглядит. А здесь можно что-то купить? Нет, магазин закрыт. Закрыт магазин, да, закрыт. Куда ты пошел налить сока? Апокалипсис на дворе. Какой сок? Ты чё? Давайте-ка посмотрим пока что на школу, пока наша дочурка, ну как наша, не наша дочурка, а их дочурка не вышла со школы. Что мне очень нравится, школа сделана так, что она оформлена, и при этом в нее можно реально заходить учиться. Здесь также есть вот какие-то игрушки, где можно поиграться. И вот это вот деревце. Причем, знаете что? Посмотрите на это деревце. Вот какой-то кабинет. То есть вот такая вот прикольная школа. Мне прям очень нравится. Она реально сейчас поедет на школьном автобусе домой в апокалипсисе. А вот такая вот дочурка у них милая. Я хочу посмотреть, она реально сядет на автобус? Нет, к сожалению, не сядет, она просто побежит пешком домой. То есть придется все-таки отменять эти действия. Блин, ну тут камушек вот так светится, мне он нравится. Я хочу сразу его подобрать. Следующая семья это у нас вот такие вот два соседа по комнате. И у нас один из них что-то там скрывает, какую-то свою истинную личность. Вот такой вот у них домик. Снаружи можно считать, наверное, что он богатый, потому что у них тут очень много всего есть для досуга. То есть тут вот у нас есть и вот такой вот стульчик, на котором можно покачаться, и даже такой надвес, и даже крыша, на которую можно выйти и посмотреть, да. У них, кстати, есть еще нижний этаж, кстати. Туда я еще не залазила, но выглядит просто прикольно. Смотрите, здесь какие-то корзины, то есть вообще прикольно все это сделано, обустроено. Можно за садом ухаживать, да? Прикольно, реально домик прикольный, мне нравится. Давайте-ка сразу посмотрим, что у нас там за секрет у наших персонажей. Вот так вот выглядит один из них. Это фея? Да, это фея. Это фея. И второй это у нас, походу, обычный человек. Да, обычный человечек. Или вампир. Прикольно. Почему-то просто не отображается, что он вампир. Отображается, все. У них, кстати, просто большие, опять-таки, биографии, вы просто посмотрите. Опять Moonlight Falls, но каким-то образом оказался тут. У него теперь есть лучший друг. Угу. Помогает ему ухаживать за садом. Ну, то есть он у нас такой любитель, прям садовод, и одновременно он еще растит свой же сад и потом из него готовит. А он у нас вот такой вот, собратьев вампиров, то есть у него все-таки есть какие-то братья-вампиры.
Точнее, собратью. Скорее всего, это имелось в виду не в его семье, а вообще в целом. А, он у нас веган. Прекрасного солнечного дня. А, вот они вместе снимают дом. Мгм. Они выращивают сами. Ну да, как раз что я и говорила. Следующая семья это у нас большая семья. У них тоже достаточно большое описание. И мне очень нравится описание их дома. Не суди книгу по обложке, а дом по его внешнему виду. То они у нас живут с бабушкой и дедушкой. То есть они у нас сбежали. Да, кстати, у них бабушка и дедушка просто крутецкие. У них такие прикольные прически. Бабулечку, ну давайте посмотрим. Бабулечку надо посмотреть. Обязательно бабулечку. Бабулечка у них прикольная тоже. Блин, что у них со светом тут? Ну, это не их дом, ладно. Жалко, конечно, что не бабушка с дедушкой, но, кстати, вот что меня немного поражает, это предательство. Там по сюжету, вот, кстати, я на них намекала, вот, там по сюжету, ой-ой-ой, кстати говоря, их внучок, он, кстати, у нас, по-моему, подросток, да. Ну, можно сказать, наверное, обычный пацанчик, обычненький такой. Его сестренка тоже здесь делает домашку в кустах. Давай-ка, пожалуйста, иди сюда. Вот, посмотрим на тебя вот так вот. У нее очень милое платье, она прям, знаете, такая фея-фея такая прям. Прическа тоже такая феечная, можно сказать. Самое интересное, это вот что. Видите? Предмет воздыхания. Очень грустно, но здесь у них нету никакой биографии. То есть нам остается биография только та, которая при выборе самой семьи. Но чего стоит их внешний вид, конечно, да, и такие секретики небольшие, хотя уже не совсем секретик, раз она у него спалила, кстати говоря. Здесь мои любимые камушки, мой любимый туалет вот этот вот, да. То есть здесь вот первый этаж выглядит таким образом. Но, кстати, прикольно, то есть здесь прям автор попытался даже какие-то заборы сделать, да, то есть про максимальную имитацию апокалипсиса. У нас вот остается еще парочка семей, и вот у нас два брата-музыканта. Так, а Стефан журналистики. Ну, кстати, наверное, здесь не будет журналистики. И вот такой вот домик. Мгм. Но домик у них, кстати, вот такой вот красивый. То есть он у них поделен на два, можно так сказать, корабля. На такие две лодочки. А они опять на этом участке тусуются. Ути, господи, я только сейчас заметила этого чудика. Вот такой вот у него братик. Это у нас, по-моему, старший братик, да? Да, это у нас старший брат. Выглядит такой уже как мужичок такой, да, прям такой с ноутбуком, правда, почему-то в апокалипсисе. А этот у нас, кстати, играет, между прочим, играет, зарабатывает деньги, хоть как-то. Вот такие вот у них биографии. Они у них одинаковые, кстати говоря, то есть они у нас прибыли из Авроры Скайс и попали как-то вот сюда вот, да. Апокалипсис, но, конечно, в компик поиграть тоже надо. У нас вот такая вот семеечка из одного человечка. Вот такое вот у него, кстати, описание. Мне, кстати, ну даже чем-то понравилось. Возможно, напоминает всех нас с вами, возможно. Вот такой вот персонажик. Кого-то напоминает, не правда ли? Возможно, это, конечно, мне так кажется, потому что длинные волосы почти всегда напоминают нашего любимого Гюнтера. Выглядит реально прикольно, и при этом написано, что он вроде какой-то колдун, но почему-то он не колдун. Просто очень красивый дом. Вроде бы такой, знаете, сверхъестественный, но при этом и апокалипсис тоже у него есть. С таким вот еще фоном грустным. Очень грустным фоном, очень грустным. У нас остается вроде как последний персонаж на сегодня. Вот такое вот у него смешное описание. И вот такое вот описание домика у нас. Он живет с котиком. Волчанка. Именно с этого персонажа у нас начинается сохранение этого городка. При этом он у нас волшебник, у него уже какая-то там аура вокруг него идет, и он у нас живет вместе с котиком. У него тут даже, кстати, портал в будущее есть, и почему-то толчок у котика нашего бедного на улице. Но котик, кстати, миленький, прям такой. Вот знаете, как и начинается сохранение с этого персонажа, так оно, можно сказать, и заканчивается. Но домик у него, кстати, тоже такой, знаете, атмосферный. Опять же, как и все дома в этом городе. Он у нас, вот с ним. Но, к сожалению, у него нету биографии. К сожалению, да. Это, наверное, один из самых таких прям прокачанных персонажей. И при этом у него тут есть и какие-то поделки, и какие-то вон эликсиры. Раз уж мы тут почти закончили, то давайте мы посмотрим участки, которые у нас с вами остались. Есть один участок, который надо смотреть именно ночью. Это, конечно же, бар. Так вот он выглядит. Это, кстати, очень прикольно.
отдает каким-то таким вампирским вайбом немного. Также здесь вот какие-то типа кладбища. Рядышком у нас тут находится типа наподобие маркета, куда можно ходить торговать. Вы просто посмотрите. Она очень напоминает кое-какую ратушу. Да, такая же падающая ратуша, такая же атмосфера апокалиптическая. Ему, кстати, очень повезло, он живет рядом вот почти с центром. Есть также бассейн, апокалиптический опять бассейн, в котором можно помыться, но ладно, нет. Вот эта вся атмосфера апокалипсиса, это очень круто. Вот, кстати, я сказала, что здесь нету медицины, но при этом она есть. Да, тут можно вот, тут коврик есть как раз-таки, можно прям начать карьеру медицины. Наше любимое кладбище есть, где, короче, живут эти мумии. Прикольно, прикольно. Прям, знаете, есть такой вайб какого-то апокалипсиса, что кладбище почти все заросшее с мумией. Страшно. Здесь вот есть конное вот это вот ранчо, куда персонажи часто приходят почему-то. То есть даже во время апокалипсиса все равно есть, где можно пожить лошадкам. Вот такая вот у нас... Где барахло, короче, собирать, я забыла. Тут так все сияет. Хочется аж это все собрать. Вот этот вот магазинчик у нас. Прям реально, знаете, тоже апокалипсис такой. Но выглядит прям очень прикольно. Правда, кассира, наверное, здесь никогда нету. Туалеты бесплатные, как бы. И даже ванна и душ. В описании этого участка персонажи тут реально любят тусоваться. И можно типа заправить машину, которой уже нет. Вот это вот такой миленький участочек есть тут. Да, здесь, кстати, есть неоткрытые острова, парочку. Есть вот такой вот домик. Очень одиноко, очень спокойно, очень мирно и гарантированно 0 зомби. Или нет? Ну, кстати, домик такой маленький, но уютненький. Для апокалипсиса, конечно. Я бы сказала, очень мало места. Но для одного персонажа было бы неплохо, кстати, выживать. И смотрите-ка, зоны для погружения достаточно темные, опять, к сожалению. Но хотя бы удалось сохранить вот эту ту самую атмосферу Исла Парадиса с этими вот зонами. Вот так, кстати, выглядит городок утром. То есть мы вроде с вами смотрели, когда он был ночной достаточно. И вот так вот. В общем-то, у меня вылетело, поэтому я не знаю, скорее всего, это из-за того, что я слишком дофига всякого вот этого контента сторовского накачала, потому что я пыталась найти, чтобы все было красиво, вот так вот выглядело. Ну, а на этом мы, наверное, с вами уже закончим, потому что видос, скорее всего, будет очень длинный из-за моей болтовни, но городочек реально очень крутецкий. Если вы, конечно, еще не вот эти вот сторовские предметы, одежда и так далее. Если, конечно, вы найдете их отдельно, это будет очень круто. Возможно, даже мы можем как-то этим поделиться с друг другом. Очень крутой город. Реально очень крутецкий город. Поэтому, думаю, возможно, даже когда-нибудь мы в нем поиграем. Но пока что вот не знаю. Ну, до новых встреч, мои дорогие. Пока-пока. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last.